Всем привет! Сегодня у нас ролик с тайтлами, где главный герой скрывает свою силу, способности или личность. Как-то раз я делал такой ролик, но он был ужасен, поэтому я его удалил. Но тема была интересна, поэтому попробуем еще раз, но с более интересными произведениями. Итак, все названия с количеством глав будут в закрепе, а также в описании названий на английском. Давайте начинать. И первый у нас «Кусать людей так неправильно». Жанр фантастика, школа, сёнэн, литературный РПГ. Это мир, в котором люди владеют суперспособностями. Однажды несколько злодеев взяли в заложники учеников старшей школы, включая главного героя Линга. На помощь им приходит Джи Фэнг из ассоциации медиумов, проще говоря, герой. Однако герой оказался не тем, кого волнуют чужие жизни, а лишь лживым обманщиком, который пожертвовал Лингом, чтобы убить злодея. На грани смерти главный герой получил шанс на возрождение, способность кражи чужих навыков и подчинения других с помощью укуса. Весь мой класс, кроме меня, призвали в иной мир, жанр исекай боевик школа. Бог иного мира внезапно появился в классе Ками Ято и принудительно призвал весь класс в свой мир, кроме него, потому что он спал в углу класса и магический круг призыва не коснулся его. И он остался на земле, но обрел новые навыки. После целого года допросов полицейскими и интервью с журналистами, он наконец-то поступил в старшую школу, но спокойные дни, которых он так желал, уже давно кончились. Будь то террористы, решившие захватить школу, или монстры из нового мира, в городе, где он живет, происходит одно событие за другим. Сможет ли парень безо всякой мотивации спасти мир? Охотник-суицидник 3С уровня, жанр сёнэн, фантастика, литературный РПГ. Однажды появилась башня, куда может войти каждый, но никто не может выйти. Если кто-то туда зашел, то он становится игроком. В башне есть 100 этажей, различные магические существа и возможность получить силу, которую не видел свет. Главный герой находился в башне более 11 лет, но так и не добился успеха. Поэтому он завидовал сильнейшему игроку и хотел быть таким же, как и он. Но шагов для этого он не делал, а зависть росла. И в один прекрасный день он получил навык. Навык крутой хотя бы потому, что он дарует бессмертие. Эффект автоматически запускается при смерти от рук врага. Копирует один из навыков врага, который вас убил, и делает вашим. И суток не прошло, как навык был использован. Главный герой стал свидетелем злодеяний сильнейшего игрока. А как известно, свидетели не оставляют. Он был предан огню тем, кому так сильно завидовал, и навык путешествия во времени он получил от него. Получив этот навык, он переместился на 11 лет назад, чтобы убить своего убийцу. А как убить того, кто обладает таким навыком? Верно, нужно переместиться в то время, когда у него не было такого навыка. Именно после этого и начинается история главного героя. Восхождение в тени, жанр исекай приключения фэнтези. Как правило, все мальчишки в детстве являются ярыми фанатами героических деяний и персонажей в масках. Однако изредка попадаются индивиды, которые обожают тайные силы, скрывающиеся за кулисье, дергающие за ниточки из тени. Главный герой Сид мечтает стать могущественным серым кардиналом, и ради этого он в полном секрете тренируется ночи напролет, готовясь однажды обрести свою истинную власть. Его наполеоновские планы перечеркивает банальная автокатастрофа, которая для него заканчивается летальным исходом. Казалось бы, все потеряно, но история внезапно получает продолжение, когда Сид приходит в сознание в другом мире и понимает, что состоит в секретной организации, которая тайно сражается со злом, проворачивая свои дела из тени. Вот теперь-то он наконец-то по-настоящему развернется. Мой папа слишком сильный, жанр сёнэн, литературный РПГ. Ли До Джун был самым обычным служащим из отдела управления разломами. Однажды его сбил грузовик, и его душа попала в Мурим, мир могучих воинов и магов. Благодаря своему уникальному умению, которое в случае его смерти возвращает его на 24 часа назад, Ли До Джун смог выжить и подняться на вершину силы, получив звание Небесный Демон. Вы бы знали, как его достало, что одни его боятся, другим от него что-то надо. Нет никакого тепла и искренности, вокруг только страх, заговоры и предательство. И вот, главный герой вернулся обратно в свое тело на следующий день после аварии. На этот раз он хочет жить самой обычной жизнью. У главного героя появляется дочь по контракту, друзья, домашние животные, появляются люди, на которых ему не плевать. В то же время обстановка с разломами ухудшается, появляются все более крупные разломы, и из них выходят все более могущественные монстры. Давайте же посмотрим, сможет ли наш герой оставаться в тени, скрывать свои суперсилы и при этом наслаждаться жизнью обычного человека. Неординарный, жанр боевик школа сверхъестественное. Это мир, где все обладают различными способностями, от обычного повышения силы до остановки и перемотки времени. Главный герой Джон, парень, не обладающий способностью. В школе, где соблюдает четкую иерархию, он стоит на низшей ступени. Множество раз его избивали, но он продолжал противиться сильным и утверждал, что будет жить так, как сам того хочет. Однако помимо этих событий есть и хорошие стороны его несчастной жизни. В школе Джон часто общается и дружит с Серафимой, высокоуровневой, достаточно влиятельной девушкой, имеющей способность контролировать время и делающей ее непобедимой и сильнейшей своих одноклассников. Но в прошлом Джона есть секрет, несущий угрозу всей школьной иерархии и не только. Исполнить задуманное, однако, будет сложно. Множество сражений, полудрузей, полуврагов и смертельных заговоров поджидает на каждом углу. Наномашины, жанра боевое искусство, научная фантастика, литературный РПГ.
Чен Еун – незаконорожденный принц, появившийся на свет без единой частички Найгуна. С самого раннего детства он находится под гнетом всеобщего отвращения. Весь забитый с отсутствием какой-либо мотивации, год за годом Еун влачил свое жалкое существование. Будучи изгоем, исконно презираемым 6 великими кланами, в один прекрасный день он оказался в окружении десятка подосланных убийц. Когда глаза практически заслала пелена белого света и казалось, он уже начал теряться, проваливаясь в пучину безграничного отчаяния, на горизонте возникла еле заметная фигура. Неизвестный потомок, снизошедший из будущего, в мгновение ока уничтожил всех врагов. Прошептав нечто невнятное, он посадил в тело нашего героя какой-то странный предмет, наномашину. С этого момента все кардинально переменилось. Поселившийся где-то внутри искусственный интеллект дал его жизни невероятный толчок. Больше не будет как прежде, это новая ветвь истории. История парня, который бросил вызов небесам. Эпоха сверхлюдей, жанра боевик сёнэн, научная фантастика. Действие данного произведения разворачивается в нашем мире и в наше время с лишь несколькими изменениями. Примерно 30 лет назад на Земле начали появляться люди с сверхъестественными силами, и их называли сверхлюдьми, а на противовес им начали появляться другие. Эти другие – это существа, обладающие феноменальной физической силой и скоростью. Разум у них, по сути, как у животных, они настолько сильны, что в бою могут запросто убить супера. Главный герой, ученик школы по имени Кан, является супергероем Белая Кепка. Также вторым по важности персонажем является лучший друг Белой Кепки, парень по имени Джули, который по своей сути является координатором новоиспеченного супергероя. Посредством наушника и камеры, которые располагаются в кепке главного героя, Джули помогает узнать слабые черты других и помогает в их уничтожении. Хорошая фэнтези с элементами боевика и сверхъестественного. Созвездие, вернувшееся из ада, жанра боевое искусство, приключения, литературный РПГ. Человечество узнало, что мифология не просто продукт воображения. Существа, прозванные созвездиями, были наиболее близкими к тому, что люди считали божествами. Они благословляли и расширяли ряды своих последователей. Земля с почти 10 миллиардами душ была для них сродни золотой жили. Охотник – новая профессия, возникшая в эту эпоху. Почетная профессия, где вы занимаетесь защитой людей от опасностей подземелий и монстров. Сюжет повествует о парне по имени Чхэ Йон Сон, охотнике С-ранга. С ранних лет он был помешан на силе. Будучи сиротой, которому не на кого положиться, он понимал, что ему нужно тренироваться, чтобы защитить себя. Его сила заключалась в боевых искусствах, но чтобы овладеть всей силой этого класса, нужно очень много времени. А в мире, где есть магия, эта сила среди охотников считалась бесполезной. И вот однажды к нему явилась одно из созвездий и предложила сделку. Она добродетельная богиня весов, и у нее есть способность видеть будущее. Через несколько лет большая опасность обрушится на Землю. Злые созвездия нападут на Землю в полную силу, а он ключ к тому, чтобы не допустить этого будущего. Она предложила ему силу, и недолго думая, Йон Сон принял ее предложение. Он думал, что это будет квест на убийство демонов, но это и правда был квест на убийство демонов, только эти демоны находились в бездне, в которой время течет медленнее. Бездна – это место, не имеющее каких-либо границ, в нем содержится множество монстров и созвездий. Почти 10 тысяч лет прошло с начала той миссии. Хан не требовал ни еды, ни воды, ни сна. Он мог жить вечно. Его цель – пройти все испытания и вернуться в свой мир, дабы предотвратить катастрофу. Ненасытный берсерк, жанр приключения, фэнтези, литературный РПГ. Главный герой Фейт, привратник в замке, и у него есть кое-какая проблема. Это чувство голода, что он постоянно испытывает из-за навыка, который был у него с рождения. Поначалу он думал, что это бесполезный навык, который только и делает, что заставляет его голодать. Однако у него оказалась одна скрытая особенность. В тот день, когда Фейт убил вора, пролезшего в замок, он наконец-то понял, в чем заключалась истинная сила навыка. Навык поглощал души побежденных противников, а вместе с ним и навыки. И тогда чувство голода отступило, и он впервые насытился. После этого случая, человек, на которого все смотрели как на мусор, начинает медленно подниматься с колен. Выйдя за пределы уровней, то своей силой слил страх в сердца своих врагов. Я становлюсь сильнее, пожирая все на своем пути. Жанр иссякая приключения фэнтези. Главный герой – международный преступник из Кореи, который скитался по миру и совершал различные преступления. Убийство, браконьерство, контрабанда и мошенничество. У него есть способность, что бы он ни съел, он не наедается, не отравится и переваривает все съеденное. Ким был пойман международной полицией, после чего затянут в неизвестный мир. Поедая сильных монстров в этом новом мире, он превращает их силу в свою собственную. Хоть это будет дракон, демон или даже сам бог, он съест все и вся. Ну и последняя легенда о Северном Клинке, жанра боевое искусство, приключения. Когда мир погрузился во тьму, мастера боевых искусств собрались, чтобы сформировать Северный Небесный Клан. Благодаря этому люди снова обрели мир и покой. Однако с течением времени мастера боевых искусств начали строить заговор против Северного Небесного Клана, который в конечном итоге привел к смерти лидера клана Джин Кван Хо и уничтожению клана вместе с ним. Когда все покинули клан, единственный сын лидера Джин Му Вон остался в нем. Джин остался сиротой и никому не нужен. Он влачил жалкое существование в одиночестве, лишь только наемные стражи навещали его, чтобы он отдал или рассказал, где прячутся оставшиеся техники боевых искусств. Но таковых здесь давно уже не было, кроме одной. Джин, никогда не изучавший боевое искусство, находит технику, тайно оставленную его отцом, и начинает изучать боевое искусство Северного Небесного Клана.
Также еще подошли бы такие манхвы, как поднятие уровня в одиночку и убить героя. Но я думаю, что вы и так читали эти тайтлы, поэтому вот так. Ну а на этом у меня все. Все названия закрепи и в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока.